Всем доброй ночи, а если точнее, то доброго раннего утра. Сейчас 5 утра. Я только завершила свои работы и решила немного отдохнуть, но перед этим хочу вам подарить ритуалы. Два отдельно сниму, но на сей раз без алтаря, потому что времени нет для алтаря. Пытаюсь сейчас исправить пейзаж, да, чтобы вы наслаждались зимним лесом. Уставшая немного, поэтому без алтаря, но это не имеет такого особого значения, потому как я вам объясню, и вы это сделаете сами. Друзья мои, я давала очень много и дарила, и буду дарить очень много различных ритуалов, заговоров, помогающих людям восстановить здоровье, вернуть здоровье иногда, перекинуть здоровье на лягушек, на червей, на мышей и прочее, прочее. И еще буду дарить. Это магия. Магия, она такая. Магия не делается белыми перчатками, я вам уже объясняла. Все эти тили-мили, трали-вали, уси-гуси, это все детский сад, очень далекий от магии. Основаны на древних знаниях работы, они уже с ключом, то есть там есть зазывы, там есть духи, там есть силы, к которым обращались веками люди. И когда через такого человека, как я, силы вам дают определенную работу, то есть они подсознательно мне подсказывают, и я пишу вам, отдаю эту работу. То, естественно, оно потом получается. Знаете, у меня иногда такая мысль промелькает, не ко всем, конечно, работам, но к определенным, что эти работы уже были когда-то, и мне просто дают восстановить их по какой-то генетической памяти. Есть такое необычное понимание вещей. Поэтому они и работают, собственно говоря, потому как они с ключом, усиленные и во благо вам всем. Есть ритуалы, есть заговоры, которые я создаю, которые исходят от меня и настолько забываются мной. То есть они просто через меня прошли, отдались миру, и все. Да, это мое авторское, это моя работа. Не ко всем, но к некоторым работам это относится. Вот эти работы, я считаю, что это подсознательно тебе дают, по новой восстанавливают то, что было много тысяч лет назад, и просто через тебя по новой отдают этому миру. Теперь много ритуалов для здоровья. Прям так набирайте ритуалы для здоровья, шепотки для здоровья, для детей. Тоже как бы можно делать для себя или для ребенка. Множество работ, которые за последние годы я вам подарила. И есть у меня такой ролик, там 2 ритуала от мигрени и спинной боли. Там есть ритуал от спинной боли. Но я хочу вам еще дать один ритуал, потому что, ну мало ли, может кому-то это не очень подошло, может подойдет вот этот. Хотя многие говорят, что замечательно сработало. Но в любом случае можете и то, и это провести для окончательного избавления. Вы знаете, дорогие друзья, вот то, что я вам сейчас дам, избавляет даже от боли при спинной грыже. Спинная грыжа – это самая отвратительная вещь. Я советую тем, у кого она есть, никогда не оперировать и не трогать. Будет хуже. Ноги просто отнимутся. Лучше эту боль терпеть, чем остаться инвалидом, потому что врачи никакой гарантии не дают. Тот врач, который дает вам гарантию, он шарлатан.
Я росла в семье врачей, поэтому я в медицине неплохо разбираюсь на самом деле. Когда-то хотела стать врачом и очень много изучила, очень много. Но все же история пересилила. Половина моих родственников врачи, половина учителя. В частности, моя бабушка, моя грузинская бабушка, моя бабушка Софико Андриашвили, была дочерью священника Лазаря Андриашвили. И он открыл женскую гимназию, тогда еще для благородных девиц. И там работала и ее мама, и бабушка. То есть мы уже которое поколение учителей. Мама моя учитель, бабушка моя учитель, прабабушка была, прадед, как оказывается, Лазаре был. Жили они в городе Варди-Субани. Может быть, кто-нибудь даже, если оттуда есть, узнают, о ком речь. Шушаник и Лазаре. Вот это родители моей бабушки. Так что у них аристократичное происхождение. Она у меня была Эмирелка. Вот. Тетка моя врач. Мои тети учителя. Сестра у меня врач. Еще один у нас есть врач, доктор. Ну, в общем, много кто. Мои родственники вообще известные люди. Просто я их имена не хочу называть, чтобы потом не находили их страницы всякие ублюдки и писали гадость. В основном они, как всегда, были оппозиционеры. Сейчас в Армении они очень видные, известные оппозиционеры. Их, в принципе, знают каждый второй. И это моя родня. Двоюродный брат, племянник, еще один. Ну да ладно. Так вот, речь о том, что есть болезни, которые лучше как бы гасить или на определенном уровне держать, но не трогать. Потому что трогаешь еще хуже. Вот это тот случай. Сильные боли, спинные боли, смещение позвонков. При рождении детям иногда специально, значит, крутили и нарушали атлант. Это вот эта кость, шейная кость, позвонок шейный. И он отвечает за очень многое, за иммунитет и вообще за становление, да, скелета человека. Почему это делалось? В советское время бывали такие, и как бы были замечательные доктора и замечательная система медицинская, но были и преступные приказы. Для того, чтобы люди всю жизнь лечились и вкладывали в медицину, приносили свои деньги, детям выворачивали шеи. Отсюда наши мигрени, отсюда наша боль головная, отсюда, может быть, их, знаете, холка растет у кого-то. Это вот такие преступные приказы, которые врачи исполняли маленькому ребенку при рождении, слегка сворачивали шею. И все. И уже позвонок функционировал не полностью. И много сейчас в советских времен рожденных людей, у которых вот эти головные боли и прочее, прочее. Далее. Ну, у женщин бывает после родов, да, послеродовой период, когда плод лежит все время на спине, на позвонок давит, и начинаются всякие болезни с позвонком связанные. Ну и, собственно, и спина падает. У мужчин не меньше, когда срывает спину, когда тяжелый физический труд. И чем старше мы становимся, тем тем короче становится наш рост, потому что жилы высыхают, жилы начинают стягивать спину вниз. Вот именно поэтому и говорят, займитесь спортом и так далее. То есть раскрывайте весь потенциал организма для того, чтобы быть здоровее. Ну, если уже поздно спортом заниматься.
Одним словом, спинная боль, которая невыносима, которая постоянно тревожит, спинную боль лечим следующим образом. Учтите, эта боль может пропасть навсегда, а может надолго. Но в любом случае, время от времени, как только у вас чуть-чуть начинается, вы чувствуете, снова повторите. И надолго избавите себя от спинной боли. Значит, в стародавние времена называли эту боль, вот тягучую боль, утин. А это состояние постоянное, вот хруст позвонков, постоянное смещение позвонков, называлось сплек. И утин и сплек, эти слова использовались в магии. Так вот, взято за основу вот это знание древних ведьмаков и составлен мой заговор, моя работа. На молоко. Молоко вскипятите, если это будет деревенское молоко, вообще замечательно. Но если нет возможности, возьмите любое молоко. Вскипятите молоко, отстаивайте это молоко, чтобы она как бы была не горячая, не кипяток. Читайте на это молоко 7 раз и молоко пьете. Когда спинная боль вас оставит полностью, закончится, отнесите под дерево блины и квас. Откройте квас, слегка выплесните и поставьте туда. И я скажу в конце, какое слово нужно говорить. То есть откупайтесь от тех сил, которые съели, взяли вашу боль. И периодически повторяйте, как только у вас начинается хоть чуть-чуть стрелять, и вы чувствуете, что опять начнется. Итак, начнем. Да, нужно в темное время суток, когда уже солнце село. Вообще старайтесь многие мои работы делать именно в темное время. Если я специально не указала, что надо днем, делайте темное время. В темное время духи, они активнее. Темные ночью, извиняюсь, значит, не все сказала. И 3 свечи. Эти свечи должны догореть, 3 обычные свечи восковые, маленькие. Эти свечи должны догореть, и вы их можете просто выкинуть. Вот эти свечи догорели, выпили молоко, свечи выкиньте, огарки свечей. Откуп это после, когда все пройдет. Свечи зажгли 3, поставили молоко теплое. Читайте 7 раз. Значит, выпили молоко и ждете, пока эти свечи догорят. Не надо сидеть там ждать, просто свечи должны догореть. Вот чуть-чуть останется уже малая часть огарки. Потушите или гасителем, или пальцем. Просто выкиньте эти свечи. Они, с этими свечами тает ваша боль. Темной ночью творю дело нужное. Утин, утин и весь сплек. С плеч, с рук, со спины, с тела белого, с красной крови, с крепкой кости, трите жилы, полужилы, суставы и полусуставы, трите хрящи, трите позвонки, трите копчик, утин, утин и весь сплек. Со спины на порог, с порога во чисто поле, там черти сидят, спинную утину и сплек едят, квасом запивают, блинами заедают, меня навеки от боли избавляют, заклято. 7 раз читайте. Вот боли пройдут в тот же день. Можете на следующий день. Блины можете испечь сами, можете купить блины. Можете чуть-чуть дома разогреть, чтобы они были свежие, выглядели. И в какой-нибудь емкости такой вынести, оставьте там. Не нужно тарелку выносить из-за этого. Просто положите там, может быть, одноразовые какие-нибудь бумажные утварь, да, там тарелки. Положили туда несколько блинов, 3-4. И с квасом относите туда. Открывайте квас. Немного полили, поставили рядом и блины, и говорите. Мою спинную боль, утину и сплек блинами заедайте, навеки поминайте, квасом запивайте. Читаю еще раз. Темной ночью творю дело нужное. Утин, утин и весь сплек.
с плеч, с рук, со спины, с тела белого, с красной крови, с крепкой кости, трите жилы, полужилы, суставы и полусуставы, трите хрящи, трите позвонки, трите копчик, утин, утин и вес его сплек. Со спины на порог, с порога во чисто поле, там черти сидят, спиную утиную сплек едят. Квасом запивают, блинами заедают, меня навеки от боли избавляют, заклято. И как я вам сказала, квас, блины, относите и говорите, ешьте весь утин, ешьте мою спинную боль, утиный сплек, блинами заедайте, навеки поминайте, квасом запивайте. Да будет так. Отворачивайтесь и уходите. И надолго можете забыть про спинную боль, может и навсегда. Смотря на какой степени тяжести эта боль. То есть это насколько запущенная боль. Если она запущена, естественно, иногда приходится повторять, когда только чувствуете, что опять ноет, опять начинается. Но, по крайней мере, надолго вас избавит от этой мучительной боли, которая на самом деле мешает жить. У кого есть спинная боль, тот понимает, о чем я говорю. Все, дорогие друзья. Всем удачи. Будьте здоровы. Как там говорят, здоровенькой буде.